Всем привет, ребята! Ну что, вы долго просили, и я вас услышала. Сегодня я поведаю вам, о чем поют легендарные Корн. К сожалению, я не являюсь ярым фанатом их творчества, поэтому для меня такое близкое знакомство было в новинку. Сегодня я расскажу вам о самых популярных песнях, но если вы поддержите это видео лайком, то я обязательно сделаю вторую часть, где поведаю вам о менее известных треках. Daddy — последняя песня на революционном одноименном дебютном альбоме Корн. Она пропитана болью Джонатана Дэвиса. Он утверждает, что в детстве до него домогались, но родители не хотели этому верить. Дело не в том, что мои родители приставали ко мне или что-то в этом роде, как многие могли подумать, исходя из названия песни. Речь шла о том, что меня оскорблял другой человек, а когда я пытался рассказать, они не верили мне. Я уверен, что огромное количество детей хотят сказать: «Эй, мама, папа, это дерьмо со мной случилось», а им отвечают: «Хватит врать», или просто не понимают. Мои родители были очень молоды в то время, и я не виню их. Человек, о котором я пою в песне, моя няня, но с тех пор она скончалась. Карма. В 2014 году участники группы и продюсер альбома Росс Робинсон рассказали журналу Rolling Stone, что рыдание в конце песни настоящее. Робинсон продолжал записывать срыв Дэвиса и приказал группе возобновить игру. Я помню тот момент, когда вышел из студии, я чертовски рыдал, вся моя группа плакала, они обнимали меня, пытались поддержать. Это был сумасшедший опыт. Старые добрые времена. Мы все были братьями, мы были как эти чертовы три мушкетера, каждый играл свою роль. Теперь у нас есть семья, мы выросли, так что все приходят, делают свое дело и уходят. Но в тот момент мы были по-настоящему едины. После выпуска альбома Корн исполняли эту песню только в туре, посвященному 20-летию группы. Это больше не влияет на меня так, как раньше. Там было насилие, я с этим справился. Знаете, я похоронил эту боль. Я хочу, наконец, сыграть песню для тех, кому она действительно нужна. Душераздирающий трек, который лично у меня вызывает прям такие страшные мурашки. Ты чувствуешь всю боль, которую испытывал Дэвис, достаточно тяжелая песня, но я уверена, что она помогла огромному количеству людей. Первый сингл и клип группы Корн. Если мы говорим о посыле, то песня об увлечении Джонатана наркотиками и тщетных попытках завязать. Он поет о том, как он с их помощью сбегает в другую реальность от самого себя, где его никто не может найти. Впоследствии он полностью прекратил употреблять наркотики и алкоголь. I came home drunk and he looked at me like I was a piece of shit, and I was like, okay, this is enough. I gotta get this, under control. So I quit drinking. Worked for a little while. Разжевывать тут больше нечего. Давайте я вам расскажу немного интересных фактов. Песня исполнялась в фильме «Ангелы Чарли» 2000 года. Также по версии Q Magazine она вошла в топ-100 песен, изменивших мир, заняв 88 место. Многие пытались понять, что же Джонатан бормочет в этой песне, каков скрытый смысл и есть ли он вообще. Это одна из самых популярных песен в альбоме, несмотря на то, что она просто открывающая. Думаю, благодаря уникальному сумасшедшему исполнению Дэвиса. Но как же он комментирует эту песню сам? Может, там все-таки скрывается что-то? Когда Rock'n'Roll Experience спросили Джонатана Дэвиса, что он говорит в этой песне, он ответил: «Ни черта. Это просто мой сумасшедший стиль исполнения, который чередуется со словами твист. Не нужно тут что-то выискивать». Вот так, друзья, мы часто ищем смысл там, где его нет. А мы перешли к, пожалуй, моей любимой песне «Freak on Leash». Это жалоба Джонатана Дэвиса на эксплуатирующую музыкальную индустрию, которая издевается над ним, заставляя его чувствовать себя фриком, гастролирующим по корпоративной Америке, зарабатывающий огромные деньги, но забирающий часть его личности. Он поет, что как только что-то хорошее происходит с ним, это отнимают. В этих строках он говорит о том, что музыка — это часть его жизни, он не может без нее. Но выносить музыкальную индустрию сложно, и часто его посещают мысли о том, чтобы все бросить. Помните это фирменное бормотание Дэвиса в песне? Нашелся человек, который написал эссе на эту тему. Дэвид Ллойд из университета Альберты написал эссе под названием «Mercury Models. Искажение языка и идентичности в новом хэви-метале», в котором он отмечает: среди тарабарщины Дэвиса можно уловить фрагменты англоязычных слов, таких как «мальчик», «некоторые вещи» и «они». Эффективно говоря на языках, Дэвис дает голос своим внутренним основным чувствам, которые пытаются сопротивляться высказываниям других.
Представляете, даже такие исследования существуют. Если вы хотите подробнее узнать, я оставлю вам ссылочку в описании. Кстати, этот человек затронул и творчество Deftones. Но статья на английском языке, если что. Это песня о домашнем насилии и о том, что есть способы получить помощь в таких случаях. Рассказав о произошедшем кому-нибудь или позвонив на телефон доверия, всегда есть способы избавиться от подобных ситуаций. Никто не должен испытывать такие страдания. После ужаса, произошедшего в жизни любого человека, появляется чувство полной безысходности и опустошения. Как бы ты ни пытался найти в себе оптимизм, тьма периодически поглощает твои мысли, и с этим сложно бороться. Да, чем больше я погружаюсь в творчество Корн, тем больше понимаю, какие тяжелые темы они смело затрагивают. Интересный факт: премьера песни состоялась 27 октября 1999 года в одном из эпизодов Южного парка, а на следующий день она уже была выпущена на радио. В данной песне Дэвис снова делится с нами своими переживаниями внутренними и нестабильным эмоциональным состоянием. Он поет о цикле горя, печали, превращающейся в бесплодную ярость, из-за которой он чувствует себя опустошенным и измученным. That was just the start of the battle. I still deal with it to this day. It's a very dark place. Мы видим, как на протяжении всей песни Дэвис борется со своими демонами и преуспевает. Кстати, трек выиграл премию Грэмми в 2003 году за лучшее метал-исполнение. Мы записывали этот альбом до поездки на Ozfest. У нас уже было 10 записанных песен, нам нужно было еще 3 или 4 для альбома. Поэтому мы вернулись в студию, чтобы записать их. Затем наша звукозаписывающая компания заявила что-то в духе: «Эй, нам бы очень хотелось выпустить сингл». А наш менеджмент сказал: «Мы были бы очень счастливы, если бы вы записали еще один хит». Мы были просто в шоке от такого. Они хотели получить новый God the Life или Freak on Leash. Но такое сложно сделать по заказу. Впервые в жизни мы были вынуждены препарировать нашу музыку, пытаясь анализировать структуру этих песен, стараясь выявить то, что сделало их великими хитами. Но Корн никогда так не работали, и пока мы ломали голову, Джонатан придумал строчку: «You'll want a single, say fuck that». И мы написали эту песню как огромное «да пошли вы» для всех тех, кто требовал от нас хита. В общем, да, это большой жирный палец лейблом, которые пытались давить на группу. Песня представляет собой эксперимент Корн с перкуссией в стиле песни Queen «We Will Rock You». Она ярко описывает суицидальные мысли человека, когда он находится на грани и кажется, что выхода нет. Дэвис любит петь о внутренних войнах, и это понятно, потому что когда ты передаешь свои эмоции, слушатель чувствует это, чувствует твою искренность, и все воспринимается совершенно по-другому. Песня о том, как люди регрессируют и разрушают свою среду обитания, в то же время они развиваются и приспосабливаются к условиям. Я обращаю внимание на глобальные климатические проблемы. Это не политическое дерьмо в духе Элла Гора. Я просто задаюсь вопросом, будет ли моим детям где жить. Название посвящено местечку, находящемуся недалеко от Бейкерсфилда, родного города группы. По словам Дэвиса, это самое убогое и испорченное место, в котором он когда-либо бывал. В данной песне, как мне кажется, Дэвис опять окунает нас в свое темное место, которое никак не может угомониться и оставить его. Он поет о том, что любовь внутри спасает его, но этого каждый раз недостаточно, и борьба продолжается вновь. It has the power to heal people, it has the power to bring people together, no matter what. Джонатан Дэвис невероятно эмоционально исполнил эту песню, прямо дух захватывает, а одинокая гитара в конце оставляет такое грустное послевкусие. Это обо мне, наблюдающем за столь самовлюбленными людьми, которые разрушают себя. Они в основном едят себя заживо из-за их нарциссизма.
В этом заключается суть песни. Несмотря на свое чрезмерно раздутое эго, нарциссы печально известны своей неуверенностью в себе. Чтобы замаскировать это, они создают ложный образ, пытаясь возвысить себя, полагая, что их высокомерие скроет неуверенность. Эта неспособность проглотить свою гордость неумолимо ведет к саморазрушению нарцисса. В конце концов, ненасытная жажда внимания становится невыносимой и разрушительной. Восстановление психологического ущерба, нанесенного нарциссом, представляет собой постепенный процесс резкого самосовершенствования. Подобно фениксу, восстающему из пепла, жертвы часто выходят из жестокого обращения принципиально новым человеком, воскрешая свою уверенность в себе. Думаю, многие из нас сталкивались с подобным типом личности. Неприятные людишки, если честно. Боже, Корн и Скриллекс. Я представляю, как фанаты разделились на два лагеря, и кто-то невероятно обожал эту песню, переслушивал постоянно, а кто-то был очень сильно недоволен. У каждого есть ненавистник, потому что у тебя есть что-то, о чем они мечтают. Это первая воодушевляющая песня, которую я написал. Это самое позитивное дерьмо, которое я когда-либо писал. И всем, кто ее слышит, она нравится. Я думаю, это даст людям, которые обижаются на обидчиков, придирающимся к ним, мотивацию сказать: к черту это, мне плевать, что ты думаешь, мне плевать, что ты говоришь. Do whatever the fuck you want. Don't let any outside influences try to make you do something you don't want to do. As long as you do what you want and you're not hurting anybody, that shit goes away. Ну, наконец-то, какие-то мотивирующие строчки от короля депрессии. Прекрасная песня, которая может придать сил не обращать внимания на то, что там говорят крысы за спиной у кисы. Эта песня о том, как я нахожусь в этой чертовой дыре, в ситуациях, которые мне не нравятся в жизни, будь то отношения или чувства, когда ты застрял. Это песня про то, где вы находитесь, вы просто сидите и гниете. У вас уходят годы, чтобы понять, как вырваться наружу. Я просто сижу там, умираю и позволяю этому происходить годами, и не помогаю себе выбраться из этого места. Эта угнетающая атмосфера вдохновила. Время, когда Джонатан Дэвис потерял свою жену. В последние 10 лет моя жена очень сильно болела. У нее было весьма серьезное психологическое заболевание, и зависимость была побочным эффектом. Я любил ее всем моим существом. Когда она была в себе, то была потрясающей женщиной, потрясающей матерью, потрясающим другом. У нее было огромное сердце, она никогда специально не причиняла боль своим детям или всем, кого любила. Она была невероятно заботливым, щедрым, любящим и веселым человеком. Она была полной жизни и радости и делала все, чтобы делиться этим с окружающими. Конечно же, эта потеря сказалась на творчестве. В песне «Cold» Дэвис как будто говорит, что его снова начали преследовать мрачные мысли, с которыми он борется столько лет. В данной песне Дэвис нам четко дает понять, что он прошел через многое. Он готов исцелиться, несмотря на всю боль. Он спрашивает, может, стоило вести себя иначе, поступать иначе. Да, его преследует его же разум, пытаясь навязать темные мысли, но он не сдается. My trick is, number one, when you're feeling depressed, you don't want to get out of bed, get the fuck out of bed. Just get up. Force yourself to do things that you feel like you're too depressed to do, and it helps. Another good thing that helps is with depression is exercise. If you can just get out and walk, times come, and I get through them, but eventually, you know, the good times outweigh the bad. Ну и на этом все. Какие выводы мы можем сделать? В текстах Корн мы можем зачастую видеть проблемы Джонатана Дэвиса, его внутренние войны и то, как он пытается бороться со своей депрессией. Но также он поет и о проблемах, которые могут затронуть каждого, и пытается передать, что даже в самые сложные моменты своей жизни не нужно бояться просить помощи. Также ребята и не упускают глобальные проблемы экологии и задаются вопросом, какая же планета останется нашим детям. Лично я про себя могу сказать, что от достаточно равнодушного такого отношения к их творчеству я перешла к стадии: блин, а этот трек классный, ой, этот тоже неплохой, добавлю его к себе. По итогу я добавила практически весь список в свой плейлист. Ну, в общем, как-то так, после такого погружения в их творчество я прониклась им и поняла, что группа Корн действительно классные. Многие песни я добавила, и
Думаю, что сейчас я буду слушать их намного чаще, чем раньше. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой буст, если хотите меня дополнительно поддержать. Там очень много всяких разных интересных плюшек. Вы можете со мной общаться, заказывать у меня дополнительные реакции, доступ к различным фотосессиям и так далее. Все там. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там постоянно на связи. Twitch, стримы каждую неделю. Ну и другие социальные сети. Спасибо большое за просмотр. Пока.